Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 12 марта, и сегодня мой первый материал будет посвящен не самой войне уже традиционно, которая сегодня происходит на территории Украины, а вокруг этих событий, что происходит в мире, какие последствия сегодня эти события приносят остальному миру. Мы говорили о том, что случилось в Украине, много говорим, да, о том, что случилось и может случиться в России, и пришло время поговорить о Европе. Что уже случилось, что может случиться и к чему населению Европейского Союза стоит готовиться. Вы знаете, я даже не буду сейчас гадать. Уже очевидны первые последствия. Сегодня мы слышим заявление о том, что те или иные страны, в них уже начинаются забастовки против повышения уровня цен. Начинают закрываться предприятия. Причем чем далее, тем больше эти процессы будут ускоряться. Потому что очень многие производства тоже, оказывается, завязаны на поставки из России. Причем все страны Европейского Союза уже ощутили на себе действительно резкий скачок цен. В первую очередь на все, что связано с энергоносителями. Это коммуналка, это транспорт. А дальше все говорят о том, что очень быстро начнет дорожать продовольствие. Потому что именно из Украины и Российской Федерации в первую очередь шли эти продукты. Причем наиболее тяжелая ситуация сегодня в самых бедных европейских странах, это Прибалтике. Мне жители Риги сообщают о том, что цены растут космически, за коммуналку уже за январь пришли космические платежки, а за февраль все ожидают еще более страшных платежек, потому что цены стали выше. А еще они с ужасом думают, что будет в следующую зиму. Потому что согласно правилам расчета коммунальных платежей, какие ценники должны быть уже в следующем отопительном сезоне, люди говорят, нам просто нечем будет за это платить. Причем то, что мы сейчас видим, это еще не война, это только прелюдия к войне. То есть Россия на эту войну пока еще не пришла. То, что сегодня пожинают жители Европейского Союза, это последствия тех решений, которые были приняты руководством этого самого Европейского Союза. Ну, с подачи, безусловно, Соединенных Штатов Америки. Потому что Россия пока никаких действий в отношении Европейского Союза, условно экономика военных действий, не предпринимала. И здесь я хочу привести пример Украины, которая на протяжении последних 7 лет говорила везде, что она воюет с Россией. До 24 февраля казалось, что все так и есть. Но после 24 февраля стало понятно, что несмотря на все заявления, что Украина воюет с Россией она не воевала. Она все это время воевала сама с собой, расплачиваясь за те решения, которые сама же и принимала. Потому что то, что происходит после 24 февраля 2022 года и до 24 февраля 2022 года, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. Настолько большие, что уже, по-моему, все жители Украины осознали. Никакой войны с Россией до 24 февраля 2022 года не было. Более того, ее нет до сих пор. Формально, может кто не знает, но я вам сообщу, формально Россия и Украина друг другу войны не объявляла. Ну понятно, Россия, ну так Украина ведь тоже ее не объявляла. А знаете по какой причине? Потому что это невыгодно Европейскому Союзу. Потому что если официальный Киев объявит войну России, то Россия, согласно договору прокачки природного газа через территорию Украины, может ее прекратить. И у Европы начнется настоящий трындец. Подчеркиваю, вы можете проверить мои слова, зайдя на сайт соответствующих госструктур Украины. Официально состояния войны между Украиной и Россией нет. По одной простой причине. Это невыгодно Европейскому Союзу. Но не об Украине я хотел сегодня поговорить. Мы сегодня говорим о европейцах. Так вот, ровно то же самое сейчас происходит и в отношении Европы и России. Формально, вот Жозеф Боррель не даст мне соврать, он на днях сказал, что все возможные санкции, которые мы, России, объявили, мы уже объявили. То есть ничего больше они уже сделать не могут. Тем не менее, Россия, как мы видим, все это по фонарю. Наоборот, она это все оборачивает в свою пользу. А вот европейские граждане уже начинают страдать. А вот Россия пока еще ничего не объявляла. Вот представьте ситуацию, что Россия, хорошо, не нужны вам наши газ, нефть, уран, мы это все прекращаем, мы вам это все не продаем. Вы представляете, какого уровня трэш начнется в европейской экономике? Вот то, что сегодня происходит, то, что произойдет в ближайшие месяцы, это будет просто цветочки. Уровень цен будет настолько высок, что европейские, даже богатые европейские обыватели перестанут это тянуть. Европа погрузится в протесты, в хаос, очень многие правительства могут пасть, к власти начнут приходить правые силы, а там, как мы знаем по истории 20 века, может понестись такая буря, которая сметет всю Европу. Причем ведущие европейские политики все это прекрасно осознают и пытаются это обуздать. В том числе, кстати, и лидеры Франции, и Германии, и некоторых других европейских стран. Причем они видят, что эту информационную волну русофобии сегодня в Европе разжигают в первую очередь СМИ, ориентированные на Соединенные Штаты Америки и Великобритании, и ничего не могут с этим поделать. К сожалению, для их большому
Они сейчас находятся в той же самой ситуации, в которой находилась Россия, например, в 2000-х годах, когда формально уже у власти был Владимир Путин, а большинство, подавляющее большинство информационных ресурсов принадлежало условному Западу. И на самом деле, без шуток, я не шучу и никого не пытаюсь запугать. На самом деле, самая большая сегодня угроза, кроме, конечно, жителей Украины, на территории которой идет реальная война, угрожает не жителям России, а угрожает жителям Европы. Потому что они потерять могут очень и очень много. Вернее, они уже точно потеряют очень и очень много. А насколько много, зависит от того, какие решения будут приняты их правительствами. Вот это то, что я хотел сказать в данном материале. Естественно, я продолжаю следить за событиями и буду обязательно внимательно все отслеживать. Борьба, которая сегодня разворачивается между Россией и Западом, она не на месяцы, не на годы. Я повторяю, это касается не Украины, это касается противостояния России и США. И я думаю, у нас будет еще масса поводов вернуться к этой теме. Это что касается темы сегодняшнего материала. И еще одна маленькая техническая подробность. Есть информация о том, что сегодня в полночь в YouTube на территории Российской Федерации будет отключен. Вне зависимости от того, как я, например, отношусь к этому решению, я считаю его глупым. Тем не менее, решение, если принято, то оно принято. Я хочу посоветовать своим зрителям, которые расположены на территории Российской Федерации, если вы хотите и дальше смотреть мои видео именно в YouTube, последуйте данной инструкции. Все, что я вам сейчас посоветовал, я сделал сегодня утром, настроил у себя на новом компьютере браузер Opera буквально за 3 минуты, и все у меня работает. Итак, первым делом скачиваем приложение Opera Free, ссылка, где его взять в текстовой строке под видео, запускаем сетап, запускаем браузер и дальше действуем по инструкции на вот этой вот картинке. Заходим в настройки, ставим подключение VPN, настраиваем VPN и дальше вот по этому шильдику вы можете управлять подключением в Opera. Переключив его в одну сторону, вы работаете в обычном режиме без VPN, переключив в другую, не выходя из браузера, через секунду вы работаете под VPN. Сам проверял, сам работал, сам планирую так дальше здесь работать и рекомендую вам последовать моему совету. Ну, либо перейти на альтернативные мои каналы, а именно Telegram-канал и ВК. Там тоже будут выкладываться мои видео. Ссылки на все эти каналы в текстовой строке под видео, и они будут закреплены в первом заглавном комментарии под этим видео. Все, теперь точно все. До свидания. Ну и до новых встреч.